Друзья, всем привет! С вами Айман Ескараева, юрист в Дубае. В данном видео я бы хотела поделиться с вами информацией о том, как можно экономить в Эмиратах и как нужно это делать. И, может быть, вы не знаете о определенных нюансах, которые позволят вам существенно сократить свои расходы. Друзья, в Эмиратах очень много существует возможностей скидочных, купоны, группоны и сайты, которые дают возможность вам, в принципе, со скидкой приобретать определенные товары, работы, услуги. Я постараюсь вам здесь вот размещу ссылку на эти сайты, но в целом, если вы посмотрите, то есть именно такие даже возможности, как купить, и для тех, кто постоянно проживает на территории Эмиратов, то есть возможность именно для резидентов еще бывают скидки, и возможность купить пакеты акций, которые позволяют вам со скидкой в ресторанах питаться, может быть, где-то посещать facilities в отелях, то есть пользоваться бассейн, тренажерные залы. Я сейчас говорю о таких возможностях, как купить карточку Привили, которая дает возможность во все практически пятизвездочные отели посещать со скидкой и с детьми, в том числе с няней. Очень хорошая возможность для отдыха. Говоря о теме экономии, друзья, очень важный момент, что, наверное, часть экономии – это не нарушать правила дорожного движения и вовремя платить парковку свою. Вы можете заплатить ее через мобильное приложение, а можно заплатить непосредственно, когда вы паркуетесь, а также, если, например, приходят большие штрафы, то не очень часто, к сожалению, сейчас, но раньше было, что государство объявляет какие-то скидки и для тех, кто погасит свои штрафы в какой-то определенный промежуток времени, для них дается какая-то хорошая большая скидка. Также при страховании автотранспорта, друзья, если вы предусмотрите именно возможность страховать полную ответственность, это тоже очень хорошая экономия в будущем, потому что часто на дорогах бывает, при всем при том, что люди очень хорошо ездят, развязки все удобные, но бывает, что не избежать на дороге столкновения, даже могут вас стукнуть или поцарапать. Очень часто бывает такое, тоже жалуются, что на парковках здесь, в принципе, люди несколько безалаберно относятся к имуществу, к автотранспорту, возможно, из-за доступности, но поцарапать вам могут машину, и еще ряд таких каких-то неприятных мелких может возникнуть с вашим автотранспортом проблем, которые при полной страховке вам покроют и, соответственно, будут вам экономить ваш бюджет. Также интересной возможностью сэкономить и важной возможностью, друзья, является медицинская страховка. В целом, вообще медицинская страховка, минимальная там стоимость есть, когда это стандартный там пакет совсем минимальный, там может быть это 1000 дирхам в среднем, но это совсем, когда у вас нет страховки практически, можно считать. Но если вы с маленькими детьми, либо у вас впереди ожидается пополнение семейства, молодая мама будущая, то в этом случае очень важно именно застраховать. Медицинская страховка должна быть на покрытие родов, на покрытие ведения беременности. Это очень важный момент, друзья, заранее предусмотрите, узнайте, где и в какой клинике вам будет в последующем комфортно. Вот этот момент предварительно, если вы продумаете и получите страховку, вам будет дешевле, нежели если вы без страховки будете рожать или вести беременность в Эмиратах. Еще один такой полезный лайфхак, наверное, друзья, здесь очень, в принципе, если у вас есть такая возможность, то лучше лечиться у себя в стране, особенно у стоматологов, потому что качество и оставляет желать лучшего во многих клиниках стоматологических, а в нашей стране цены при гораздо меньшей цене вы можете получить услугу высшего качества, более высокого качества. Приезжая в Эмират, друзья, также очень важно помнить, что зачастую цены очень сильно разнятся. Вам обязательно нужно делать маркетинг цен. Если это крупная покупка, тем более. Если даже мелкая покупка, даже в магазинах, друзья, имейте в виду, что те, кто живет давно, они знают, где можно купить подешевле. Даже некоторые люди ездят в соседние Эмираты, где гораздо дешевле купить определенные товары, может быть, определенные продукты. И если даже вы живете в центре, в супермаркете, в туристических определенных районах города Дубая в том числе, очень дорого покупать, закупаться. Есть магазины, где можно поискать и, скажем так, в более непопулярных районах найти товар более ниже цены, того же качества. Также очень часто, друзья, практикуется здесь для тех, кто живет, возможно, большие семьи, когда вы выезжаете на рынок,
Здесь есть, в принципе, vegetables and fish market, это где вы покупаете оптом фрукты, может быть, овощи, фрукты. Есть возможность купить это все коробками, где есть возможность купить рыбу свежую подешевле. То есть есть специальные рынки, где люди закупаются, и это гораздо дешевле, чем если вы покупаете в больших супермаркетах. Ну и, конечно, друзья, важный момент, наверное, те, кто приезжает, знают, что у нас очень часто бывают распродажи, очень часто бывают скидки, бывают периоды распродажи, скидок. Очень хороший рынок, в этом плане можно где-то и поторговаться, поэтому обратите на это внимание тоже. Ну и, конечно, друзья, скидкой сейчас особенно является возможность приобретать услуги онлайн. Если вы, например, обучаетесь или детей обучаете, репетиторы сейчас есть онлайн, фрилансеры есть онлайн, которые могут сделать работу гораздо дешевле, нет издержек каких-то определенных на издержки расходов офисных и так далее. То есть при том же качестве вы можете заплатить гораздо меньше. Друзья, это была основная информация, такая попытка обобщить. Возможно, у вас будут еще комментарии. Было бы очень интересно послушать, если у вас есть какие-то возможности экономить в Эмиратах, если можно говорить об этой стране в плане экономии, потому что в любом случае здесь недешево. Поэтому, друзья, спасибо всем за внимание. С вами была Айман Ескараева, юрист в Дубае. Подписывайтесь на меня на YouTube-канале, подписывайтесь на меня на Instagram-канале. Ну и на телеграм-канале, где я веду рассылку по всем изменениям в законодательстве Объединенных Арабских Эмиратов. Спасибо за внимание.